Харьковские ультраправые, повалившие памятник маршалу Жукову, иллюстрировали простой факт. Нацистскому государству Украина больше не нужна маска. Избрание президентом ставленника-олигарха ознаменовало переход к еще более открытой коричневой диктатуре. Меньше месяца прошло с дня, когда ныне действующий комик-гетьман Владимир Зеленский с помпой отчитался в Фейсбуке о возложении цветов к могиле своего героического деда. Напомню, що пели по этому поводу це європейські СМІ. А новообраний президент Володимир Зеленський сьогодні у Кривому Розі відвідав могилу свого дідуся Семена Зеленського, який пройшов усю війну. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що війна торкнулася кожну українську сім'ю і внесок українців у перемогу величезний. Тож ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися і без українців, підкреслив Зеленський. І наголосив, що 9 травня – це наш день подяки всім, хто боровся з нацизмом, за можливість народитися і жити. И вот мы увидели, как выглядит благодарность со стороны непомнящих родства приматов в адрес маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. В Харькове украинские националисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову. В воскресенье возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам», собрались представители организации «Национальный корпус» и «Правый сектор». Они устроили акцию протеста против участия партии в грядущих выборах в Раду. При помощи тросов активисты повалили бюст советского военачальника, отбили буквы с постамента, затем водрузили на него флаг Украины. Правоохранители не смогли противостоять толпе, сообщается о 3 пострадавших в стычках полицейских. По словам самих активистов, действовали они в рамках закона о декоммунизации. Представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент серьезным вызовом для новой украинской власти, которой в связи с произошедшим придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать». Последовала ли оперативная реакция комик-гетьмана в Фейсбуке? Не последовало. Видимо, сперва решил обратиться к кураторам, чтобы те сказали, как нужно реагировать на действия укропатриотов. Вообще, роль Зеленского в Европе очень ярко характеризует вот этот сделанный 30 мая снимок. Слева комик-гетьман, дед которого внес свою лепту в победу над нацизмом. Справа глава МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жак-Ив Ле Дриан, одному из которых внук героического деда подобострастно жмет руку. Кстати, как обратили внимание блогеры, рукопожатие весьма странное и похоже на масонский тайный знак. А кто кем руководит, понятно тут и без слов. Точно такую же роль Зеленский играет для укронацистов. Он прокладка, обеспечивающая их дальнейшее укрепление во власти. И они говорят об этом открыто, ссылаясь на закон о декоммунизации, как на основание для сноса памятника Жукову. Но при этом удивительным образом не замечают собственной шизофрении. Интересно, почему эти удивительные люди говорят, что снос бюста Жукова – это декоммунизация, и одновременно возмущаются роликом, в котором Румыния захватывает Буковину. Вы, идиоты, вспомните, как Украина Буковину заполучила. Так что это тоже декоммунизация. Вот фрагмент того самого ролика, которым возмущены укронацисты. Он назван «Румыно-украинская война 2022 года». Străiev răsa luminos, ca un mândru și brafăt frumos, maestos cum e codrul de fac, cernăuțul meu drag, cernăuțul meu drag, maestos cum e codrul de fac, cernăuțul meu drag, cernăuțul meu drag. Все верно. Если снос памятника маршалу Победы – это декоммунизация, то следует отдать Галичину Польше, а Буковину румынам. А вот самой Украины в случае декоммунизации останется гулькин нос в виде огрызка по центру, потому что Новороссию она вообще-то получила от клятых москалей. Но такой вариант укронацистов, конечно, не устраивает, и потому они ведут свою декоммунизацию весьма избирательно. Тут читаем, тут не читаем, а тут рыбу заворачивали, напоминая незабвенного Косова в исполнении Савелия Крамарова. Так не бывает. Тут помню, тут не помню. Бывает. Я вот раз надрался, проснулся в милиции, ничего не помню. Ну, думаю... Ну, подожди ты.
Украинских нацистов курирует глава МВД Арсен Аваков, который наверняка надеется на повышение при новой власти, поскольку он помог избежать силового сценария со стороны поверженного шоколадного фюрера Порошенко. То есть Аваков может, конечно, для остраски публично наказать пару-тройку рядовых участников уничтожения памятника, но это ничего не изменит. Европейские власти давно утратили монополию на насилие. Они вынуждены прибегать к услугам ультраправых эскадронов смерти, а значит, вынуждены считаться с их идеологией. Понятно, что такого тяни-толкая, у которого с одной стороны вроде как празднуют День Победы, а с другой валят памятники героям той самой победы, в итоге все равно разорвет как минимум напополам. И пусть рвет скорее. Украинский нарыв у российской границы уже давно перезрел. Его надо бы прижечь каленым железом, тем более что сведомые сами дают для этого весомые поводы.